Всем привет! И сегодня, пока я иду в эпицентр за маячками для стяжки домой, хочу с вами поговорить о такой важной теме, как фирмы, агенции, через которые можно поехать работать в Великобританию. Как показалось, с кучей вопросов, что многих это интересует, и пишут не только граждане Украины, но и много людей из Таджикистана, России и так дальше. Сейчас я постараюсь вам рассказать все фирмы, которых я знаю, в которые лучше обращаться, в которые нет, и всякие такие нюансы. Начнем с тех фирм, которые для Украины. Самое главное аккредитованное — это Конкордия. Вот, и с Конкордией работают уже, получается, такие агенции, фирмы, я не знаю, как это правильно вам сказать. Все, что я буду говорить, будет еще продублировано, написано. Надеюсь, ветер не сильно будет громко на камеру. Будет продублировано, написано, но еще в описании видео я постараюсь сделать ссылки на эти фирмы, чтобы они были кликабельные, чтобы всем, кому они будут интересны, они могли не гуглить, искать, а под видео найти, кликнуть и перейти на нужную им агенцию. Вот, так, по Украине. С Конкордией работает ЦСПА, это та фирма, через которую и я ехала. Вот, потом, не знаю, как оно правильно говорится, но IIC. Потом Student Exchange. Там еще есть дописывают центр ЮА. Ну, в общем, в ссылочке все будет. AG Recruitment. Proforce. Это Fruit Jobs. Вот. Теперь расскажу про каждую в отдельности. Ну, я буду топить за ЦСПА, потому что я через нее трудоустраивалась, и мне кажется, что конкретно это агентство, оно дольше всех на рынке. Вот. По поводу AG, оно тоже уже достаточно долго на рынке, но оно с Украиной начало работать только с прошлого года, с 2021. И потому, как я знаю, они вроде бы сразу отправляли только на 2 фирмы, а потом уже могли как-то переводить и на другие. Я не знаю, как это у них работало. По Fruit Jobs спасибо Наталье. Она написала мне, рассказала как бы по личному своему опыту, написала, вдруг пригодится, вдруг захочешь снять об этом видео. То есть она писала в разные компании, отправляла свою анкету и делилась своим опытом. То есть она отправила сначала в ЦСПА, но ответа за собеседование еще нету, когда она будет. Ну, в принципе, это то, что сейчас у всех висит. Дата собеседования еще не назначена. И не волнуйтесь, я думаю, что собеседование будет назначено ближе к весне. Ну, чисто по личному опыту. Вот. Она, не дожидаясь, написала еще в такую компанию. Они ответили сразу же и ответили, что не подходит. Но я так понимаю, там был вопрос именно в возрасте. Для тех, кто не знает, конкретно в ЦСПА идет набор с 18 до 45. То есть, если вам меньше или больше, то вас, скорее всего, не рассмотрят. Хотя, думаю, что там есть и какие-то индивидуальные случаи. Но на других компаниях этот порог возраста может быть другой. Так что, подаваясь на другую компанию, вас там могут легко взять. Вот. Так, по поводу Fruit Jobs, тоже с ее информацией, там работает 2 человека, Виктория и Богдан. Но они хоть и работают на одну компанию, но между собой они не сотрудничают. Вот. Я нашла одну девочку в Инстаграме, которая через них уже ездила, работала, и она довольна этой компанией. То есть она еще раз через них, конечно же, поедет. Плюс мне понравилось, что у них есть группа в Инстаграме, и там можно много фоток посмотреть и так дальше. То есть, по сайтам, не знаю, как вы, мне кажется, что это уже старый век, сложно там рыться, а в Инстаграме тык-тык, все удобно и просто. Вот, но она как-то двояко написала по поводу оплаты, то есть тоже она там ни за что не платила, но кажется, что все-таки, возможно, через них именно и авиабилеты покупала. Вот. По поводу авиабилетов,
Я то же самое слышала от Профорс. То есть, если я ехала через ЦСПА и платила только за визу, то через Профорс и, возможно, через вот этот Fruit вам надо будет еще и билеты через них купить. Вроде бы ничего в этом нету, потому что билеты вы и так будете покупать, но как делился со мной парень, который через Профорс уже ехал, они не особо выгодно их продавали. А почему? Потому что они не были заинтересованы в том, чтобы человек их купил дешевле. То есть, возможно, повременил немного, или купил заранее, или там еще что. Ну, вот сейчас какая цена есть, по то и покупали. Вот. Я же, когда ехала через ЦСПА, тоже билеты мне обходились где-то в 6 тысяч в одну сторону. И тогда я рассмотрела вариант, чтобы не из Киева ехать, а со Львова. И так я с кучей багажа долетела где-то за 3,5. Но разница же есть. Просто я написала своему агенту, можно ли так. Он сказал, да, конечно. В этом плане мой агент, он, когда оформлял нас, он старался максимально как-то сэкономить наши деньги, потому что он понимает ситуацию, что нету ни у кого лишних денег. Если бы они были, то, наверное, бы и в Великобританию никто бы не ехал, да? Еще такие фирмы по трудоустройству, как New Work и Pelle, внесите сразу себе в черный список и никогда через них никуда не устраивайтесь и даже не пишите им. Во-первых, эти компании за трудоустройство берут деньги. А вы уже знаете, что если вы едете через аккредитованную компанию, которая занимается трудоустройством, вы ни за что не платите, кроме как за визу, которую вы и так платите в визовом центре. То есть они ничего на этом не зарабатывают. Ну, иногда через некоторые еще авиабилеты через них можно купить. То в этих они первые берут за это деньги. То есть если вы в поиске работы видите, что с вас уже требуют в начале деньги, значит это уже указывает на то, что вас надо брать. Вот. И мне, так как и в комментариях писали, и сама я на этих пэлах уже была, еще попала до Великобритании. Я хотела поехать куда-то работать, в какую-то страну типа как Данию или Швейцарию. У них там очень такие разные страны сладкие, то есть не так, как Польша, Чехия, Словакия, например, да? Хотя эти страны у них тоже есть, но у них есть и ряд таких стран, в которые хотелось бы поехать именно из-за зарплаты, где там прописано $2000, где-то даже 3 прописано, ты сразу загораешься, да, и тебе вроде бы никаких денег не жалко, тем более они, общаясь с тобой, говорят, что да что вам те, например, 500 евро, которые они хотят за трудоустройство, честно, я уже не помню, сколько они там хотели. Вот, ну что эти 500 евро, вы их заработаете там за 10 дней, вернете за то, сколько заработаете, вот. Они с вас возьмут деньги и в 90% они вас никуда не отправят. Ну, а если куда-то отправят, то никто вами заниматься не будет. Потому что, да, есть там некоторые люди все-таки везет, они куда-то улетают. Не факт, что у них там получается потом работать. Вот. Но многие просто как бы остаются в Украине и только умножают свои долги. То есть, запомнили, да? New Work, Pelle, и думаю, там еще куча всяких подобных компаний. С ними мы не сотрудничаем, через них никуда не летим. Так, а теперь для других стран фирмы по трудоустройству. Потому что много есть такие комментарии. Напиши, пожалуйста, как туда попасть. Извините, я просто не выдержалась, реально много. Ой, ну это милость больше, чем смешно. Короче, для Литвы, Белоруссии агропрактика. Для Румынии и Молдовы Беступ. Потом Сербия G Solutions, как-то так. Болгария Исланд. Потом также для Болгарии Summer Job. Болгария, Румыния и Молдова София. Румыния Альбатрос. И ВЛП Health Car. Ну, это все еще пропишется так. Барбадос CGNM.
для Украины я уже вам говорила, но еще раз продублирую. CSPA IIC, Student Exchange, AG Recruitment и Proforce. Так, Непал, Посейдон Групп, Россия и страны СНГ, КИС, Золотера ЛТД. Я многим в комментариях именно эту компанию писала, потому что сюда много людей подходят. Так. И для Румынии, Молдова еще есть ProEdge. Так. Для России и стран СНГ, если я правильно поняла, есть еще такая компания, как Angry Hair. Ну, о ней достаточно двоякие такие отзывы в интернете, потому, не знаю, если вы будете через нее ехать, то все же, ну, и хорошо подумайте, и все максимально проверьте. И хорошая новость, с апреля 2022 года оплата в час уже будет не 8,91, как было в 2021 году, когда я работала, а уже 9,50. Как бы каждый год они немного повышают зарплату, но, как показывает практика, то вырастают и налоги, вырастает и оплата за караваны. Ну, посмотрим. В этом году, в 2021, я платила 50 за караван. Посмотрим, будет ли дороже в следующем. Вот. Еще хотелось бы добавить, если у кого-то есть информация не только по поводу работы в Великобритании, а и в других странах, и ваш опыт был удачный, а возможно нет, то пишите, делитесь, чтобы люди, ну, были более осведомлены. Давайте делать мир добрее. Виза стоила на момент моей подачи около 300 евро. Билеты тоже, это в зависимости, какой будет наплыв и так дальше. То есть билет может стоить где-то от 1500 гривен, думаю, и пределом даже 9 не будет. Но это также еще зависит от вашего багажа. На что еще ушли деньги? Ушли деньги на поездку в Киев на подачу в визовом и за курьера. Ну, это как бы не такие большие деньги, вот. Плюс деньги уходят на такие моменты, как собрать аптечку, которая вам может пригодиться в эти полгода, которые будете работать, на какие-то нужные вещи, такие как резиновые сапоги, waterproof, что там вам может еще пригодиться. Вот. По документам я устраивалась через ЦСПА, и там в личном кабинете вам все подсказывается. То есть вы загружаете туда свой загранпаспорт, потом справку о несудимости, которую можно взять в ДИИ. В принципе, там немного какой-то такой документации, которую сложно где-то взять. Я, честно, уже не помню, что я туда загружала, но удобно то, что когда вы едете на следующий год, вам это все дополнительно, кроме справки о несудимости, грузить не надо. То есть вы все это там обновили, да, и все. По поводу ЦСПА, там, поскольку я знаю, есть 3 агента. У меня был Кирилл, и, судя с того, что говорят люди, это самый топовый агент. И я действительно очень им довольна. Вот. Есть еще такой Максим. У него совсем по-другому там происходит процесс оформления. Как у них там происходит, я не буду вдаваться в подробности. Вот, но у него плюс в том, что он отправляет людей работать еще как в Швейцарию, Данию и так дальше. То есть у него там не только Великобритания, вот, и есть еще какая-то женщина, девушка в их команде, и на ферме моей была только одна девчонка, которая через нее ехала, и она была крайне ею недовольна. Вот, никаких консультаций, подсказок на пути твоего добирания туда и в процессе работы от нее не дождешься. Ну и были моменты там по поводу трудоустройства с ней тоже, так что хотелось бы, чтобы вы к ней не попадали, но даже если попадете, думаю, это все равно очень даже неплохо, потому что за вакансию вы не платите, и есть сами агенции намного хуже, а ЦСПА все-таки хорошая. Так что удачи вам. Все, кто хочет попасть, желаю вам попасть и заработать ту сумму, которая вам нужна.